Перед началом видео хочу сказать, что я с Никитой Давне организовал крупный розыгрыш из 54 игрулек в честь наступающего Нового года. Итоги будут 25 декабря, остальные подробности в ТГ. Долгие годы мы играли в разные флеш-игры. Кто-то играл в симулятор переодеваний, кто-то играл в легендарные в своем роде Meet and Fuck. О горе. Если бы я засел за них конкретно так, то это был бы переворотный момент в моей жизни. А музыка оттуда... черт возьми, она все еще не выходит у меня из головы. Пока кто-то играл в такие игры, кто-то пытал людей в подвалах. А я был ёбнутый и играл в обычные игры на обычных сайтах-сборниках для флеш-игр. И, естественно, это был, конечно же, не Newgrounds, ибо в таком случае я точно был бы со сломанной психикой, учитывая, что значительную часть тех флеш-игр составляла порно. Но и сегодня мы не будем обсуждать такого характера игры, ибо сегодня я просто хочу поговорить в предновогодней атмосфере про игры, в которые я играл очень давно, еще в годах эдак 13-17. Ух ты ж, бля, как давно это было? Почти 8-12 лет назад. Какой ужас. Сегодня я хочу поделиться с вами теми флеш-играми, которые, на мой взгляд, стоят того, чтобы с ними ознакомились даже сейчас, в 2024, ну или 2025 году. Благо, сейчас существует такая тема, как эмулятор для запуска флеш-игр, которые можно использовать в браузере совершенно спокойно. Да и локальный флеш-плеер никто не отменял, если у вас есть, например, SWF файл желаемой вами игры. Может, однажды я расскажу вам про игры, которые заставили бы меня молиться перед батюшкой. Но это будет явно не на этой площадке, а на моем бусте, на который вы можете подписаться по ссылке в описании. Ох, как же эта мелодия навевает ностальгию. Пускай в мире флеш-игр шутеры с видом сбоку составляли приличную часть всех непорнографических игр, но некоторые из них прям выделяются. И Strike Force Heroes лично для меня это одна из них как раз. И выделяется она тем, что в этой игре вы удивитесь, есть ого, сюжет, ради которого вряд ли, конечно, кто-то играл. Ну, помимо этого есть еще полностью озвученная сюжетная кампания. Плюс просто приятный мувмент и визуальный стиль. В нее просто весело играть. Да, вы, вероятно, и закончите ее очень быстро, возможно, даже быстрее, чем секс девственника. Но от этого меньше смысла ее попробовать не становится. Игра сделана очень приятно и кайфово. Плюс вроде у нее вышел ремейк в Стиме, так что можно прикоснуться к великой классике флеш-игра-промо в современной обертке. I'm a scat man. Следующая игра, о которой я хотел бы поговорить, это Henry Stickmin. Для тех, кто в танке впервые слышит об этом шедевре, это серия флеш-игр, где вы управляете человеком-палочкой по имени Генри. Вот это поворот. Который постоянно попадает в очень дурацкие ситуации. То он пытается банк ограбить, то сбежать из тюрьмы, то проникнуть в секретную базу. И все это с грацией пьяного жирафа на роликах. Главная фишка игры — это выбор действий. В каждой ситуации вам предлагается несколько вариантов развития событий. 99% этих решений приводят к совершенно абсурдным и уморительным смертям Генри. И, буду честен, за этим было в какой-то степени весело наблюдать. Серия стала настолько популярной, что появилась в Steam как Henry Stickmin Collection. Видимо, разработчики поняли, что на человеческих страданиях можно неплохо заработать. Не, а чё, страховые компании же этим пользуются. Кажется, таки допользовались. Что еще забавно лично для меня, так это то, что создатели Henry Stickmin, оказывается, еще и Among Us разработали. Теперь мне стало понятно, почему по локациям Henry Stickmin Collection теперь везде разбросаны амогусы. Let's transform a 0 square meter space into a fully functioning hub. Это уже устоявшаяся классика мира флеш-игр. Столько смеха, боли, смеха через боль, боли через смех и бесконечных разлетов персонажей на куски, наверное, ни одна игра не генерировала. Всякие уровни с ботом-флипами, роуп-свингами, impossible челленджи, уровни блогеров, различные мясорубки и т.д. и т.п. Ай, у меня сердце болит, я вспомнил 2014 год. В любом случае, видео приостановлено, ибо мне нужно окунуться обратно в ностальгию на несколько лет назад, когда я смотрел видосы по Happy Wheels. Mom, do you ever wonder what it's like to be the opposite gender? They hit the North Tower! Oh my god! Продолжим. Happy Wheels была не просто веселой флеш-игрушкой, где вы могли играть за спидозного деда на инвалидной коляске, целью которого является добраться до финиша, параллельно аннигилируя всю живую и неживую материю на пути. Но, помимо прочего, многие не то что начали свои медийные карьеры с уровней в Happy Wheels, но некоторые даже возвращаются туда спустя многие годы просто из ностальгии, чтобы чекнуть что-то за жизнь там намутили их горячо любимые зрители и фанаты.
Ну чего уж тут отрицать, почти для всех, кто родился раньше 2009, но позже 2000 года, Happy Wheels была игрой, которую они видели почти на любом YouTube-канале, на который они только заходили. От каналов летсплейщиков до канала католической церкви и гениальных геополитиков, кто обязательно вам покажет, почему Игорь Линк стал причиной войны на Нагорном Карабахе. А если вы вдруг как-то пропустили это или родились позже и не застали эту классику, то вперед из песни, идите рубиться в Happy Wheels! Если до этого я пробежался по таким вот дефолтным и одним из самых известных игр на флеше, то вот сейчас я вам расскажу про свой любимый своего рода Underground, про который на Ро-сегменте интернета мне даже слышать ни разу не доводилось. Yeah, wait a minute. Giddy, I live it. 戦争を見てにのんびりさま。見つけたあの晩また伝な正直と申すなたのが。Plasma Burst 2. Черт возьми, как же давно я играл в эту игру, и притом до относительно недавних пор я не мог ее полностью пройти даже на легком уровне сложности. И боты там тебе херачат, будь здоров. Флэш-игры, само собой, не претендуют на задротство в них на уровне киберкотлетства, однако игроки в мультиплеер Plasma Burst 2 это абсолютно иные звери. Почему звери? Потому что они вымерли. Как итог, я не смог испытать свои силы против ветеранов мультиплеера, но помню, как я раньше рубился в мультиплеере, буду честен, катки против челиков там выглядели как смесь Super Smash Bros. И Драгонбола. Так о чем это я? А, да, игра сама по себе сделана очень приятно, пускай и не без косяков. Приятная графика, маленький, но качественный саундтрек и противники, против которых придется попотеть, помимо всего прочего, приятный визуальный стиль, физика, помимо всего прочего, присутствует, и фишки в виде замедления времени и телекинетический модуль. Все это прям-таки тянет меня обратно в эту игру, чтобы снова пройти все 42 уровня, даже если после этого моя жопа загорится, как яркое радиоактивное пламя. Эх. Уже проходит последние дни 2024 года. Искренне, кстати, надеюсь, что вы проводите их в компании важных и любимых вами людей. Я вот, увы, нет, из-за того, что большинство моих друзей и вся моя родня находится как минимум за 2000 километров от меня. Ну да ладно об этом. 2024 год был очень странным и сложным годом. Лично для меня это был год большого количества ошибок, которые я совершил, но помимо прочего я все-таки смог познакомиться с большим количеством классных людей. Помимо этого, именно в 2024 году я достиг той цели, до которой я стремился, когда снова возобновил свою деятельность на YouTube. А именно на моем канале теперь больше 200 подписчиков. Честно, я не думал, что дойду до этой цифры, учитывая мою дикую лень и мою любовь к прокрастинации. Но спасибо вам за это все большое. Вы сделали мне лучший подарок на Новый год, который я могу только получить как блогер. Спасибо вам за это. Следующая цель... 10 тысяч подписчиков. Просто чтобы помахать кусочком туалетной бумаги с черкашом Роскомпозору, и пускай он себе Анну заблокирует, раз у него такие охуенные требования по регистрации в реестр блогеров. Вообще, сколько он должен, в принципе, существовать? Роскомнадзор, иди нахуй. Ну а теперь я хочу выразить еще отдельную благодарность такому господину, как Рэм и Эбриус, за покупку самых дорогих подписок на мой бусти. А Эбриусу еще спасибо за то, что задарил людей сапками по самое горло. Ну а теперь на этом, пожалуй, подхожу к концу. Не забывайте про розыгрыш в телеге и спасибо, что смотрели меня все это время. Увидимся в 2025 году. С наступающим!